Привет, друзья! Перед нами очень интересный прибор родом из 90-х годов. Электронные часы, совмещенные с дозиметром. Называется он «Бытовой экологический центр БЭЦ-1», а произведен фирмой Костип. Не обращайте внимания на то, что прибор разобран. Я это сделал для ремонта, но об этом чуть позже. Прибор крайне редкий и лично для меня очень интересный. Электронные часы в СССР начали массово появляться в 80-е годы, когда я еще был ребенком, и развитие советской электроники я наблюдал буквально своими глазами. Неудивительно, что я давно хотел найти такой экземпляр для своей коллекции, и вот, наконец, мне удалось его купить. Правда, прибор продавался неисправным, и его пришлось ремонтировать, зато достался он недорого. Сразу покажу основную неисправность. При включении на индикаторе последовательно загорались цифры, а на кнопки и переключатели прибор никак не реагировал. Сначала я решил, что виноват кварцевый резонатор и заменил его, но это ничего не дало. Тогда я обнаружил и заменил два полностью вышедших из строя конденсатора, затем еще один, а также подпаял оторванный проводок. После этого часы с дозиметром сразу заработали нормально. Новый кварц я решил оставить, в любом случае он будет точнее старого. Однако на этом список недостатков не заканчивается. Сломан деревянный корпус, но это легко исправить. Кроме того, потребуется восстановить лаковое покрытие, которое я уже частично удалил. Утеряны ручки регуляторов звука, их я напечатаю на 3D принтере. С задней стороны корпуса должны выступать удлинители кнопок управления, но они тоже отсутствуют, поэтому их придется изготовить заново. Было сломано донышко углубления под крепежный винт, но этот дефект я уже устранил. Наклейка на передней панели начала отслаиваться, поэтому я полностью снял ее, чтобы позже аккуратно приклеить обратно. В некоторых местах пожелтел пластик, однако его можно осветлить с помощью гидроперита и солнечного света. Еще одна проблема – индикатор дней недели. Из-за трещины он разгерметизировался и поэтому не работает. В остальном прибор сохранился довольно неплохо. Основной индикатор чувствует себя еще вполне хорошо, хотя часы до меня явно эксплуатировались достаточно долго. Об этом свидетельствует пыль и следы сажи внутри корпуса. Предлагаю заняться реставрацией этих часов, а затем подробнее познакомиться с их устройством и принципом работы. Индикатор на замену я уже приобрел. Он обошелся всего в 200 рублей, и пока что это единственные расходы на ремонт. Сначала я отпаяю неисправную лампу. Видно, что у нее побелел геттер, что говорит о потере герметичности. Вот так должна выглядеть здоровая вакуумная лампа. Ее я сейчас и поставлю. Все выводы припаиваются поочередно, так что проблем быть не должно. Припаял все правильно, однако, судя по всему, у этого индикатора другая схема выводов, поэтому придется переделывать. Я перепаял выводы, и теперь индикатор работает верно. Правда, стало заметно, что основной индикатор светится не так ярко, как я думал. Наверное, его тоже стоит заменить на новый. Ну а теперь можно переходить к дальнейшей реставрации. Сломанный корпус я решил восстановить с помощью двухкомпонентного клея. Детали прилегают друг к другу не идеально, поэтому такой клей хорошо заполнит все пустоты и обеспечит прочное соединение. Застывает он всего за несколько минут. После склеивания необходимо окончательно отшлифовать поверхности, удалив остатки старого лака и выровняв древесину. Затем я покрою корпус алкидно-уретановым лаком. Это прочное и долговечное покрытие, которое хорошо подходит для подобных реставрационных работ. 3-4 слоев будет достаточно. Как я уже говорил, в некоторых местах пластик пожелтел под воздействием солнечного света. Чтобы вернуть ему первоначальный вид, я нанесу на поверхность перекись водорода и оставлю детали на солнце на несколько часов, периодически обновляя состав. А еще лучше использовать ультрафиолетовую лампу, с ней дело идет гораздо быстрее. В результате пластик полностью восстановил свой исходный цвет.
Теперь эта часть корпуса выглядит значительно лучше, поэтому можно приклеить обратно металлическую наклейку. Кстати, она сохранилась в идеальном состоянии, что для подобных приборов встречается довольно редко. Также я смоделировал и напечатал недостающие детали: удлинители кнопок для задней панели и ползунки для переключателей звука. Все работы по реставрации я выполнил, и теперь можно собрать прибор. Давайте познакомимся с его функциональностью. В основе BETS-1 лежат часы Electronica 1807. Они отображают текущее время и день недели, а также оснащены будильником. Часы питаются от сетевого источника, однако в отличие от электроники 1807 у BETS-1 отсутствует резервная батарея, поэтому при отключении питания текущее время сбрасывается. Управление осуществляется 4 кнопками, расположенными на задней стороне корпуса. Кнопка К «Коррекция» используется для запуска часов и сброса минут. Кнопка Б предназначена для настройки будильника. С помощью кнопок Ч и М устанавливается текущее время и время срабатывания будильника. Точность хода вполне достойная. В моем экземпляре погрешность составляет около 1 секунды в сутки. На передней панели расположен выключатель сигнала будильника. На этом с часовыми функциями закончим и перейдем к дозиметрической части. BETS-1 оснащен встроенным дозиметром, который постоянно контролирует радиационную обстановку. Режим дозиметра включается отдельной кнопкой, после чего загорается красный светодиод. Прибор выполняет непрерывные циклы измерений продолжительностью 40 секунд и после каждого цикла обновляет показания. На индикаторе в любой момент отображается результат предыдущего измерения в микрорентгенах в час. При необходимости можно включить звуковую индикацию зарегистрированных квантов. Правда, довольно быстро понимаешь, что слушать непрерывные щелчки не слишком приятно, поэтому постоянно пользоваться этим режимом вряд ли кто-то будет. В устройстве предусмотрен пороговый режим работы. При превышении уровня 50 микрорентген в час включается звуковая тревога. Она работает независимо от положения переключателя звукодозиметра. Сигнал будет звучать до начала следующего 40-секундного цикла измерения. Давайте это проверим. Стоит также отметить, что счетчик SBM20, используемый в дозиметрической части, оснащен энергокомпенсирующим фильтром. Это означает, что прибор реагирует только на гамма-излучение, зато обеспечивает достаточно достоверные показания. Помимо режимов часов и дозиметра, прибор способен работать и в автоматическом режиме. В этом случае на индикаторе поочередно отображается текущее время и мощность дозы, сменяясь каждые 8 секунд. Решение очень удобное. Особенно приятно, что одновременно переключаются и светодиоды режимов, поэтому всегда понятно, какие именно данные отображаются на экране в текущий момент. Мне очень понравилась реализация функции этого прибора. Даже если показания радиационного фона вас не особенно интересуют, BETS-1 можно использовать как обычные часы. При этом дозиметр продолжает постоянно контролировать окружающий фон. Если уровень радиации превысит установленный порог, прибор все равно подаст звуковой сигнал тревоги, и пропустить его будет невозможно. Что касается использования BETS-1 в качестве часов, то это вполне достойное устройство своего времени. Вакуумный индикатор хорошо читается даже при ярком солнечном свете. Конечно, современные часы значительно превосходят его по функциональности, но со своей основной задачей он справляется отлично. Ну и согласитесь, где сегодня еще встретишь такой красивый зеленый индикатор? Ну а теперь давайте рассмотрим устройство этого прибора. Как видите, он состоит из 3 электронных плат, соединенных между собой множеством проводов. Первая плата – это часы Electronica 1807. Микросхема К176 и Е18 работает в паре с кварцевым резонатором и генерирует все необходимые для работы часов частоты. К176 и Е13
Специализированная часовая микросхема, отвечающая за отсчет времени и работу будильника. Это советская разработка, зарубежных аналогов у нее нет. Дешифратор К176 и Д3 преобразует двоичный код в управляющие сигналы для индикатора. Две оставшиеся микросхемы, регистр К176 и Р2 и коммутатор К161 КН1А, необходимы для работы индикатора дней недели. Для отображения времени используется вакуумно-люминесцентный индикатор LC45-7, а для индикации дней недели ИВЛМ 1.1/7. А вот дозиметрическая плата многим хорошо знакома. Она взята из популярного дозиметра Белла. На обратной стороне даже сохранился его индикатор. Как я уже говорил, дозиметр работает непрерывно, выполняя цикл измерения продолжительностью 40 секунд. Для взаимодействия этих двух плат разработчики создали еще одну, третью плату управления. Она отвечает за переключение режимов работы, коммутацию индикаций и контроль порогового уровня радиационного фона. Решение получилось чрезвычайно остроумным и при этом полностью работоспособным. Кстати, мне достался, по всей видимости, один из ранних вариантов BETS-1. В более поздних версиях вместо целой кассы проводов уже применяются аккуратные шлейфы с разъемами. Подводя итог, можно сказать, что BETS-1 оказался весьма необычным устройством. Сегодня сочетание часов и дозиметра может показаться странным, однако в конце 80-х и начале 90-х интерес к радиационной безопасности был очень высок, поэтому такой прибор вполне соответствовал духу своего времени. Мне особенно понравилось, что разработчики не просто объединили два готовых устройства в одном корпусе, а сделали их совместную работу действительно удобной. Дозиметр постоянно контролирует радиационный фон, не мешая использовать прибор как обычные настольные часы, а при необходимости сразу предупреждает о превышении установленного порога. Конечно, с точки зрения современных технологий, BETS-1 давно устарел. Однако он по-прежнему полностью работоспособен и способен выполнять все свои основные функции. А для коллекционеров и любителей советской и российской электроники это еще и весьма редкий и интересный экспонат. Ну а мне остается только порадоваться, что этот необычный прибор удалось не только найти, но и вернуть к жизни. Теперь он займет достойное место в коллекции и, надеюсь, еще долгие годы будет радовать своим необычным сочетанием часов, дозиметра и красивого зеленого вакуумно-люминесцентного индикатора. Если вам понравился этот обзор, не забудьте поставить лайк. А если у вас когда-либо был такой прибор или вы встречали другие необычные часы с дополнительными функциями, обязательно напишите об этом в комментариях. Будет интересно почитать ваши истории. Спасибо за просмотр и до новых встреч!